Одна из самых главных тайн мультсериала «Лунтик» связана с его родителями. Кто же они такие, где они находятся и живы ли они вообще? Совсем недавно в новых 3D-сериях Лунтика появился такой персонаж, как Луна, и благодаря ней у нас появилось больше информации по поводу Луны и по поводу родителей Лунтика. Я очень долгое время хотел сделать такую теорию, но никак не доходили руки. И вот наконец-то вышли новые серии 3D-смешариков, где появилась Луна, а это значит, что можно подумать о родителях Лунтика и Луны. Всем привет, с вами Мультаретик, а это значит, что я делаю теории по мультикам. Обязательно поставьте лайк на этот видеоролик, чтобы такие теории выходили почаще. Пишите в комментариях свои теории по поводу мультсериала Лунтик, ну а также подписывайтесь, чтобы не пропустить другие теории по Лунтику, смешарикам и другим мультсериалам. Но мы не будем тянуть кроша за уши и приступим разбирать эту интересную семейку Лунтика и Луны. Начнем с того, что вообще разберем, что такое Лунтик, что это за раса. В мультсериале нам точно не объяснили, но сами жители долины провозгласили Лунтика как лунная пчела. И непонятно почему так, но именно это и есть раса Лунтика и Луны. Они лунные пчелы. Другого названия им просто пока что не дали и скорее всего уже не дадут. Поэтому будем называть расу этих существ Луны лунными пчелами. До появления Луны я думал, что все лунные пчелы фиолетового цвета и что они все еще живут на Луне. Скорее всего, родители Лунтика тогда очень опечалились его исчезновением. Или же, второй вариант, он был последним и единственным из своего рода. Это было два варианта до появления Луны, потому что других я просто-напросто не видел. На Луне, кроме этого яйца, не было еще ни одного. Было только яйцо Лунтика, которое очень-таки быстро упало на Землю. Но совсем недавно появился такой персонаж, как Луна. И теперь я вижу картину немножечко под другим углом. Лунные пчелы — это раса не фиолетового цвета, а скорее всего разноцветная, потому что Луна почему-то стала желтой. И я, если посмотреть на Лунтика, еще мог понять, что фиолетовый как-то относится к Луне, но желтый никак к цвету Луны не относится, а это значит, что все лунные пчелы разных цветов. Возьмем цвет Лунтика, фиолетовый цвет. Этот цвет обозначает тайну, мистику, скромность, воздержанность, а также печаль. Это в какой-то степени похоже на Лунтика, потому что он довольно скромный и воздержанный, в отличие от своего антипода, от Луны. Желтый цвет, который находится у Луны, означает тепло, радость, веселье, коммуникабельность, бодрость. Поэтому именно этот цвет такой яркий, сильный, и его получила Луна при своем рождении. Я не знаю, как это работает на Луне, но скорее всего вы уже поняли, что цвет Лунтика и Луны зависит от их дальнейшего характера в своей жизни. И поэтому Лунтик у нас фиолетовый, такой скромненький, добренький, а Луна у нас желтая, яркая, веселая и жизнерадостная. Если внимательно посмотреть на Луну из первой серии Лунтика, то можно заметить, что там есть специальные отверстия для яиц. Я не знаю, все ли цвета фиолетовые, но у Лунтика именно фиолетовое яйцо. И рядом с Лунтиком мы не видим ни одного похожего существа, да даже яйца, которое напоминало бы яйцо Лунтика. Ни одного. Скорее всего, это связано с тем, что лунные пчелы живут не на Луне, а в Луне. Да, возможно, яйца они выращивают именно на поверхности, потому что там более благоприятные условия, но сами лунные пчелы живут в самой Луне, и оттого мы не видим ни одного из них. Но кто-то скажет, почему только Луна и Лунтик упали на Землю, почему все остальные яйца остались на местах? Возможно, на поверхность Луны выносят яйца не тех, кто должны вылупиться, а тех, кого родители просто не приняли. Даже у нас бывает такое, что родители не принимают своих детей, и такая энергичная желтая Луна не понравилась, возможно, своим родителям, и они вынесли ее на поверхность Луны, чтобы она свалилась куда-нибудь на одну из планет. Также и с Лунтиком, возможно, кому-то не понравился слишком спокойный и неинтересный сын, поэтому они вынесли его на поверхность Луны. Да, к сожалению, это довольно жестокая теория о том, что Луна и Лунтик были изгнаны с Луны, но, возможно, это именно так. Где-то в глубине Луны, возможно, до сих пор живут родители Лунтика и Луны, возможно, даже вспоминают своих детей, но, к сожалению, они не захотели их принимать, и поэтому отправили их на поверхность Луны, чтобы они с нее благополучно свалились. Ведь на Луне, к сожалению, нету гравитации, и поэтому Лунтик и Луна отправились на Землю. Уверен, что раса лунных пчел просто гигантская, и там живут сотни и тысячи таких же, как Лунтик и Луна. Зеленых, красных, фиолетовых и так далее. Но, к сожалению, наши, возможно, просто не понравились их родителям, и поэтому они были изгнаны на Землю. Это довольно жестокая теория, я могу лишь сказать, что вы написали свое мнение по этой теории
теории в комментариях, мне будет интересно почитать. Ну а пока что подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. С вами был Мультретик, Теоретик. Встретимся в следующих теориях. Пока-пока!